как-то я поймала себя на мысли, что мелкий шрифт я стала видеть лучше. И с каждым днем суставы все меньше и меньше болели. И как-то так получилось, что летом я переезжала из одного города в другой, и очень большая нагрузка физическая была, и ремонт, и переезд, и у меня стали болеть сильно суставы. И как-то так совпало, что вот эта информация о синтезите, и я решила попробовать. И на самом деле, когда вот даже, мало того, что суставы, еще я красила стены, видимо, защемила себе шею, и у меня кружилась голова, и вот после первой капсулы я поняла, что у меня окружения прошли, и с каждым днем суставы все меньше и меньше болели. И самое интересное, что я заметила, я вначале думала, что мне кажется, но я стала очень часто подстригаться ходить. У меня каждый месяц отрастают так быстро волосы, что мне даже буквально на днях парикмахер сказала: ты что, говорит, так часто ходишь постригаться? Говорит, а я не знаю, говорит, у тебя рука легкая сильно, поэтому волосы растут. Да, да, есть такое. Скажите, пожалуйста, вы говорите, суставы вот, стали себя лучше чувствовать с каждым днем. Все знают, что, ну, чтобы суставы восстанавливались, нужны необходимые дополнительные элементы, да, то есть какие-то там определенные компоненты, которые входят в состав хрящевой ткани, да, в том числе. Вот, у вас с питанием как? Вот вы какого образа жизни питания придерживаетесь? Ну, в основном правильного питания. Ну, Что вы вкладываете в это понятие? ну вообще, в основном как? Белки с растительной пищи. Ну, вот такой. Ну, не Я понимаю, смешиваю. да. То Белки есть с сухофруктами, то есть смешанный как тип, да, получается, то есть вы да, комбинируете и да, стараетесь да, больше зелени употреблять, да, в том числе. Мгм. Хорошо, ну очень интересно, да, по поводу волос согласен, да, у меня также волосы быстрее растут и ногти быстрее растут, ну и у всех, кто принимает, это происходит, не знаю, там в 99% случаев. Хорошо, а по головокружению вы говорите, головокружение прошло, а дальше что? ну, ну как дальше, в смысле, по головокружению? Ну, вообще я очень хорошо себя чувствую. И вот, а еще, кстати, что заметила, у меня было очень сильно сухость слизистой глаз. И тут я стала понимать, что у меня как бы, как, я не чувствую больше дискомфорта, что у меня сухость в глазах. И как-то тут недавно мы сидели в компании, я взяла телефон и читаю мелкий шрифт, и потом ловлю себя на мысли, говорю, ой, говорю, а мне кажется, я вижу лучше, что ли, говорю, я раньше так не видела. Ну, может быть, мне это показалось, я не знаю, но вот как-то я поймала себя на мысли, что мелкий шрифт я стала видеть лучше. Причем я, знаете, как скажу, то есть у некоторых людей эта четкость, она наступает и остается, а у меня четкость, она все равно прыгает туда-сюда. То есть я иногда замечаю, Да, что я вижу очень хорошо, иногда я вижу, что я вижу, как раньше я видел. И вот это вот туда-сюда, иногда да, да, несколько дней держится, потом пропадает. То есть от чего зависит, непонятно, но вот такой результат есть. Но у некоторых он очень стабильный. Так же, как у некоторых людей, допустим, волосы темнеют, да, седые, а у некоторых не темнеют, да, то есть и вот как бы разберись, а почему такое происходит. Ну, человеческий организм вот такой интересный, конечно. Да, согласен. Хорошо, что-то еще, может быть, заметили интересного? ой, что-то, ну, больше пока как бы особо такого нет. Но вот я говорю, что для меня было главное, когда я стала легко двигаться после своего переезда и ремонта. И вот что слизистая глаз стала вот такая, ну, влажная, не сухая, вообще хорошо стало так, некомфортно. Ну, да, Некомфортно. да. Конечно, обратить дегенеративное заболевание суставов, когда болят суставы, это все-таки надо понимать, что они потихонечку разрушаются, то есть это дегенеративное заболевание. Вот, это дорогого стоит. А вот скажите, пожалуйста, по поводу кожи, вот у меня, допустим, губы перестали вообще трескаться, то есть раньше они периодически так трескались, а сейчас я вот уже год хожу, и у меня ни одной трещинки, и даже когда хочется их покусать, укусить-то нечего, потому что там они просто ровные, так же, как и кутикул, допустим, меньше становится каких-то вот таких вот. Ногти крепче. У вас какие-то такие результаты вы не замечали по коже? Ну, вы женщина, каждый день с кожей, как говорится, работаете. Если нет, то нет, придумывать нельзя. У нас политика Нет, честности абсолютная. не-не-не. У меня было такое ощущение, что мне показалось, что у меня менее сухая кожа нарастала. Ну, я тогда еще проанализировала, думала, что может быть было лето, и вот это вот все ремонт и все, что у меня сильно сухая кожа была, стала. А потом, когда стала принимать синтезит, мне показалось, что как увлажнение, как более гладкая она стала, что-то такое вот было. И у меня очень часто высыпание, аллергии вот около губ.
ну, как покраснение, сыпь. Ну, я не знаю, может быть, я в этот период не ела шоколада, не знаю, но вот, по крайней мере, на этот период у меня больше пока вот не было этих высыпаний. Ну, как бы, Мгм. ну, не знаю, не говорю, что это от синтезита или от него, но вот так вот. Ну да, лучше лишний раз убедиться. А скажите, пожалуйста, а шоколада не ели, потому что меньше хотелось, и потому что многие замечают, что вкусовые пристрастия чуть-чуть Я, меняются? кстати, вот, да, вот шоколад, кстати, я уже месяца 3 не ем. Я не знаю, с чем это. Вот я не знаю, вы, кстати, мне спросили, а я вот сейчас вот ловлю себя на мысли, что да, вот я где-то же в конце августа, начале сентября первый раз выписала синтезит. Это уже, наверное, третий или четвертый раз. И вот за этот период я, кстати, шоколад не ела. Ну хорошо, ладно. Вот видите, потихонечку, а что-то интересное можно еще вытянуть, как говорится, да. Но главное, как я говорю, не придумывать. Почему? Потому что мы придерживаемся политики абсолютной честности. Не должно быть чего-то надуманного, да, потому что любой человек, который потом посмотрит вот, и сразу скажет, да, это придумывает. А тут видно, что мы поискренне, по-честному общаемся. Хорошо, хорошо, Оксана, ладно, спасибо вам большое за такой, как сказать, краткий, но информативный, объемный обзор. Я желаю вам дальнейшего улучшения здоровья. Вот, и давайте через полгодика, может быть, там еще раз свяжемся и посмотрим, к чему это все привело и как у вас результаты улучшились, сохранились или усилились. Ой, а можно я вот про маму добавлю? Я писала вам. Я Да, думала, давайте. что ей тоже, может быть, поможет. И вот первые две капсулы она выпила, все нормально было. А на третьей у нее поднялось давление, ей было ощущение судорог. И мы больше, она перестала принимать, мы побоялись больше ей давать. Вот, Мгм. хотя вот синтезит это же железо получается, да, вот. А у нее как бы бывает, вот несколько лет подряд у нее вот эта нехватка железа, низкий гемоглобин, вот я думала, что этим ей помочь. А почему-то вот у нее как-то не получилось помочь ей. Ну, смотрите, Оксан, вот, во-первых, очень, когда взрослый человек, да, то есть маме уже больше 80 лет получается, Нет, 75. 75, около, ну, больше 70 лет. Вот, все-таки лучше консультироваться с врачом, да, тем более, если есть какие-то там хронические заболевания. Вот, всегда. То есть надо спросить, сказать, стоит, не стоит, потому что мы рекомендовать синтезит не можем, да, при каких-то заболеваниях, потому что, ну, синтезит это не лекарство, он просто помогает организму Да. самоисцелиться. Вот. Кроме того, возможно, что, допустим, в некоторых случаях у человека начинается детоксикация организма, да, то есть синтезит помогает организму начать очищаться от шлаков. Вот. А в возрасте вот этот сам процесс детоксикации, он должен все-таки поддерживаться какими-то дополнительными мерами, да, чтобы защитить от, так сказать, перегрузки другие системы организма. То есть поэтому, возможно, какие-то там головные боли или скачки давления, да, могут возникать. Вот. То есть, если вы дальше решитесь каким-то образом с мамой, да, повторить, попробовать, то обязательно под присмотром врача и обязательно, то есть начиная с небольшой дозировки, чтобы, допустим, полкапсулы в день, да, несколько дней, потом капсулу в день, и там уже смотреть. Потому что, опять же, да, по нашим данным, у нас много отзывов, когда люди именно в возрасте, у них давление стабилизируется, то есть у них были скачки давления раньше, они принимали какие-то лекарства, таблетки, и тут они от них отказываются, потому что организм смог стабилизировать давление. И получается, что как бы, то есть, это точно не из-за синтезита, да, давление скакануло, но организм на что-то, на какой-то фактор, да, при каких-то процессах таким образом реагирует. И эти моменты надо на будущее, то есть, знать и исключать, чтобы, не дай бог, не навредить человеку и не сделать ему хуже. Спасибо. Пожалуйста. Вам спасибо большое за интервью. Если есть что-то сказать нашим зрителям, которые будут смотреть, можете сказать. Если нету, то, ну, не надо, значит. Ну, сказать, пусть посмотрят и попробуют, может быть, им тоже поможет. Хорошо, хорошо. Ладно, желаю вам здоровья. Маме передавайте привет. Всего хорошего. До свидания. До свидания, Александр. До свидания.